Я хочу поговорить с вами сегодня о чем-то важном, не о чем-то новом, не о чем-то, чего вы раньше никогда не слышали, а о чем-то, что вы уже знаете, где-то глубоко внутри, но что вы годами предпочитали не слышать, потому что это неудобно, потому что это требует от вас чего-то, потому что если вы это услышите по-настоящему, придется что-то менять, а менять страшно. Я понимаю. Я работаю с людьми уже очень много лет, и я вижу одно и то же, снова и снова. Умные люди, образованные люди, люди с семьями, с работой, с планами на будущее. И все они несчастны. Не катастрофически несчастны, не так, чтобы плакать каждый день, а вот так, тихо, приглушенно, как будто жизнь идет немного не так, как будто что-то не то. Как будто вы все делаете правильно, а внутри все равно что-то сжимается. Вы знаете это чувство? Конечно, знаете. Потому что оно есть у большинства людей, которых я знаю. И они приходят ко мне и спрашивают: «Михаил, что со мной не так?» И я говорю им правду. Не то, что они хотят услышать, а правду. И вот что интересно. Когда я говорю им правду, они начинают спорить. Они говорят: «Но у меня ипотека, но у меня дети, но у меня больная мать, но у меня такая работа, что нельзя просто взять и уйти». И я смотрю на них и думаю: вы не хотите решения. Вы хотите, чтобы я сказал вам, что все нормально, что ваши обстоятельства достаточно тяжелые, чтобы оправдать ваше несчастье, что вы не виноваты, что это все жизнь, обстоятельства, другие люди. Но я не буду этого говорить, потому что это была бы ложь, а ложь вам не поможет. Позвольте рассказать вам об одном человеке. Женщина, 38 лет, назовем ее Анна. Анна пришла ко мне несколько лет назад. Хорошо одетая, аккуратная, вежливая. Она села, сложила руки на коленях и сказала: «Михаил, я не понимаю, что со мной происходит. У меня есть все: квартира, муж, 2 детей. Работа, деньги, но я не чувствую ничего, просто пустота». Я спросил ее: «Анна, вы счастливы?» Она сказала: «Нет». Я спросил: «Вы хотите быть счастливой?» Она сказала: «Конечно». Я спросил: «Что вам мешает?» И вот тут началось самое интересное. Она начала говорить долго о муже, который не понимает ее, о детях, которые требуют внимания, о работе, от которой она давно устала, о свекрови, которая постоянно вмешивается, о том, что времени нет, о том, что сил нет, о том, что все так сложно. Я дождался, пока она закончит, и потом спросил ее кое-что. «Анна, вот все, что вы только что перечислили, муж, детей, работа, свекровь, скажите мне, что из этого случилось с вами само по себе, что из этого вы не выбирали?» Она замолчала. Я подождал. Она открыла рот. Закрыла. Снова открыла. И тихо сказала: «Я все это выбирала». «Да», — сказал я, — «именно. Вы выбирали этого мужа. Вы решили иметь детей. Вы выбрали эту работу. И остаетесь там до сих пор. Вы позволяете свекрови вмешиваться, потому что не говорите ей «нет». Каждый день вы просыпаетесь и делаете выбор. И этот выбор приводит вас туда, где вы сейчас. Это не приговор, это просто факт. И хорошая новость в том, что если вы делали эти выборы, вы можете делать другие». Анна снова замолчала. На этот раз надолго, а потом у нее на глазах появились слезы. Не от боли, от облегчения. Потому что впервые за много лет кто-то сказал ей правду. И правда, даже неудобная, всегда легче, чем ложь, в которой живешь годами. Правило первое: делайте то, что хотите. Я знаю. Вы уже слышали это где-то, на мотивационном плакате, в книге по саморазвитию, от какого-нибудь коуча в интернете. И вы, скорее всего, подумали: ну да, хорошо звучит. Но в реальной жизни так не бывает. Я понимаю этот скептицизм, но позвольте объяснить, что я имею в виду. Я не говорю о том, чтобы бросить все и уехать на Бали. Я не говорю о том, чтобы игнорировать все обязательства и жить только ради удовольствия. Я говорю о другом. Я говорю об базовом праве человека делать выборы, которые соответствуют тому, что он на самом деле хочет. Не тому, что от него ждут, не тому, что принято. Не тому, что одобрит мама или сосед или общество,
Потому что хочет он сам, и большинство людей даже не знают, чего они хотят. Потому что они так долго жили по чужим правилам, что забыли, как звучит их собственный голос. Вот вам простой эксперимент. Прямо сейчас задайте себе вопрос, что я хочу, не что я должен. Не что правильно, не что было бы хорошо для всех, что я хочу. Прямо сейчас, в эту минуту, много ли вам понадобилось времени, чтобы ответить? Если вы не смогли ответить сразу, это уже говорит о многом. Это говорит о том, что связь между вами и вашими желаниями нарушена. Что-то, воспитание, привычки, страхи, чужие ожидания стало между вами и тем, что вы хотите на самом деле, и вы так привыкли к этому, что перестали замечать. Как человек, который живет рядом с шумной трассой. Сначала шум мешает спать, потом привыкаешь, а потом уже даже не слышишь. Но шум никуда не делся, он просто ушел в фон, так же и с вашими желаниями. Они никуда не делись, они просто ушли в фон, заглушенные чужими голосами, чужими ожиданиями, чужими правилами. И ваша задача снова их услышать. Расскажу вам еще об одном человеке, мужчина. 42 года, успешный по любым внешним меркам. Хорошая должность, большая квартира, машина, дача, семья. Он пришел ко мне и сказал: «Михаил, я не понимаю, зачем я живу». Не в том смысле, что он хотел умереть, а в том смысле, что он не чувствовал никакого смысла в том, что делает. Каждый день одно и то же. Встал, поехал на работу, провел совещание, подписал бумаги. Вернулся домой, поужинал, лег спать, встал. Я спросил его: «А что вы хотели делать когда-нибудь? Может быть, давно?» Он посмотрел на меня как-то странно, как будто я спросил о чем-то очень далеком. А потом сказал тихо: «Я хотел быть архитектором. В детстве я рисовал дома, целые кварталы, придумывал, как они будут выглядеть изнутри». Я спросил: «Почему вы не стали архитектором?» Он пожал плечами. Отец сказал, что это ненадежно, что нужна стабильная специальность. Я послушался. Я спросил: «А вы хотели слушаться?» Долгая пауза. «Нет», — сказал он, — «не хотел». «Вот видите», — сказал я, — 42 года. И первый момент честности с самим собой, вот здесь, в этом кабинете. Он не стал архитектором в тот день. Может быть, никогда и не станет, но что-то изменилось, потому что он, наконец, услышал себя и понял, где потерял нить. Теперь я хочу поговорить о том, почему большинство людей не делают то, что хотят, не потому, что обстоятельства не позволяют, а потому, что им страшно. Страх – вот настоящая причина. Не ипотека, не дети, не обязательства. Страх. Страх разочаровать других. Страх быть неправильно понятым. Страх, что не получится. Страх, что будет хуже. Страх, что ты окажешься не таким хорошим человеком, каким тебя считают. Страх одиночества. Страх осуждения. Страх собственной свободы. Да, именно страх свободы. Это звучит парадоксально, я знаю. Как можно бояться свободы? Очень просто. Свобода – это ответственность. Когда вы свободны, вы сами отвечаете за то, что происходит. Нельзя больше сказать: «Эта жизнь так сложилась». Это обстоятельства. Это другие люди. Свободный человек отвечает за себя. И это страшно, потому что тогда никого винить, кроме себя. И поэтому многие люди предпочитают несвободу. Предпочитают жить в клетке, которую они сами построили, и жаловаться на эту клетку, потому что это проще, чем открыть дверь и выйти. Я однажды разговаривал с женщиной, которая 15 лет прожила в браке, в котором была несчастна. 15 лет. Я спросил ее: «Почему вы не ушли?» Она сказала: «Я боялась». Я спросил: «Чего именно?» Она начала перечислять. Боялась, что дети пострадают, боялась, что останется одна, боялась финансовых трудностей, боялась, что окажется виноватой, боялась, что родители осудят. Я слушал. А потом спросил: «Скажите, а 15 лет несчастья – это лучше, чем те вещи, которых вы боялись?» Она долго молчала и потом сказала: «Нет». Конечно, нет, но в тот момент, когда нужно было решать.
Страхи казались большие, чем несчастье. Понимаете? Именно так это работает. Страхи всегда кажутся больше, чем они есть. Они растут в темноте, в тишине, в тот момент, когда вы их не называете. Но стоит посмотреть на них прямо, они уменьшаются, не исчезают сразу, но уменьшаются. До нормальных размеров, до размеров, с которыми можно жить и двигаться дальше. Делать то, что вы хотите, это не роскошь, это не привилегия богатых или свободных. Это не что-то, что будет доступно вам когда-нибудь потом, когда дети вырастут, когда ипотека закончится, когда начальник наконец оценит вас, когда звезды сойдутся. Это доступно вам сейчас. Прямо сейчас. В маленьких вещах. Вы не обязаны ходить на встречи, которые вам неприятны. Вы не обязаны есть то, что вам не нравится, только потому, что хозяйка обидится. Вы не обязаны смотреть фильм, который вам скучен, только потому, что все остальные хотят его смотреть. Это мелочи, я знаю, но из мелочей состоит вся жизнь. И если вы в мелочах не можете позволить себе быть собой, откуда возьмется смелость быть собой в чем-то большом? Начните с малого. Завтра утром. Проснитесь и задайте себе один вопрос. Что я хочу сегодня, не что я должен. Не что запланировано, не что ожидают другие, что я хочу. И сделайте хотя бы одну вещь, одну маленькую вещь, которую вы хотите. Не потому, что надо, не потому, что правильно, просто потому, что хотите. И посмотрите, что произойдет. Не ждите революции, не ждите, что все изменится за один день. Просто сделайте это, и потом еще раз, и еще. Маленький выбор за маленьким выбором. Вот так начинается жизнь, которая принадлежит вам. Правило второе. Не делайте того, чего не хотите делать. Я слышу, как вы думаете. Подождите, это же то же самое, что первое правило. Нет, это не то же самое. Первое правило про то, чтобы идти к чему-то. Второе про то, чтобы уходить от чего-то. Это разные вещи. Многие люди умеют говорить до тому, что хотят, но не умеют говорить нет тому, чего они хотят. И это создает жизнь, в которой вроде бы есть хорошие вещи, но они утопают в море плохих. Как сахар в горькой воде. Вкус есть, но он почти не ощущается. Позвольте рассказать вам кое-что о том, как работает психика. Когда вы делаете то, чего не хотите, это не проходит бесследно. Каждый раз, когда вы говорите «да», а внутри у вас нет, что-то происходит. Маленькое, почти незаметное, но происходит. Вы немного предаете себя. Вы говорите своей психике «мои желания не важны». То, что я хочу, это не важно. Важно то, чего хотят другие. Важно то, что от меня ожидают. Важно не создавать конфликт, и психика слышит это и начинает верить после 100 таких моментов. Вы уже не очень верите в то, что ваши желания имеют значение. После 1000 вы уже не знаете, чего хотите. После 10 тысяч вы уже не помните, что такое хотеть. И вот тогда вы сидите на приеме у психолога и говорите: «Я не понимаю, чего хочу. Я вообще ничего не чувствую». Это не депрессия. Ну, иногда депрессия тоже. Но сначала это результат 1000 маленьких предательств самого себя. Я хочу поговорить об одном конкретном виде «не хочу». О встречах, ужинах, мероприятиях, куда вы ходите, потому что неудобно отказать. Вы знаете это чувство? Звонит подруга. Зовет на день рождения. Вы не хотите идти, устали. Хотите побыть дома. Хотите тишины. Но вы думаете, она обидится. Мы давно не виделись. Неудобно, надо идти. И вы идете. И весь вечер сидите там и думаете: зачем я здесь? Хочу домой. Когда это закончится? А потом возвращаетесь домой измотанными. Не только физически, а как-то иначе. Как будто вы были где-то, куда вас не звали. Вы потратили несколько часов своей жизни на что-то, чего не хотели. И что вы получили взамен? Ничего, кроме чувства, что выполнили социальный долг. Поздравляю! Ваша жизнь стала короче на несколько часов ради социального долга. Я не говорю, что нужно отказываться от всего. Я не говорю, что нужно стать отшельником и ни с кем не общаться. Я говорю о другом. Я говорю о том, чтобы осознанно выбирать, куда вы тратите свое время.
Куда вы тратите свою энергию? Куда вы тратите свою жизнь? Потому что время – это единственный ресурс, который не восстанавливается. Деньги можно заработать снова, здоровье можно поправить. Отношения можно наладить. Но время, которое прошло, его нет. Его больше никогда не будет. И каждый час, который вы тратите на то, чего не хотите, это час, который вы не потратили на то, что хотите. Это час вашей жизни, которого больше не будет. Есть люди, которые умеют говорить «нет». Вы их знаете. Может быть, они кажутся вам немного странными, немного холодными, немного непростыми. Но посмотрите на них внимательно. Они спокойны. У них есть время. У них есть энергия. Они не жалуются на усталость и опустошенность. Потому что они не тратят себя на то, чего не хотят. Они берегут себя не из эгоизма, а из понимания, что их ресурс ограничен, и что тратить его нужно осознанно. Когда такой человек говорит вам «да», вы знаете, что это настоящее «да», не вынужденное, не из вежливости, не из страха обидеть, настоящее. И это совсем другое ощущение. Теперь поговорим о том, что обычно останавливает людей. Когда я говорю «не делайте того, чего не хотите», мне всегда говорят одно и то же. Но как же другие люди? Они же расстроятся, они же обидятся. Я же не могу просто. Стоп. Давайте посмотрим на это внимательно. Вы беспокоитесь о чувствах других людей. Это хорошо. Это говорит о том, что вы неравнодушный человек. Но у меня есть вопрос. А кто беспокоится о ваших чувствах? Когда вы идете на мероприятие, которое вам неприятно, потому что боитесь расстроить хозяйку, хозяйка беспокоится о вашем дискомфорте. Когда вы остаетесь в разговоре, который вас раздражает, чтобы не обидеть собеседника, собеседник думает о вашей усталости. Обычно нет. Обычно они просто принимают ваше присутствие как должное и используют его. Не из злого умысла, просто потому, что вы позволяете. Потому что вы сказали, мое время и мой комфорт менее важны, чем ваши ожидания, и они вам поверили. Есть еще одна важная вещь, которую я хочу сказать о втором правиле. Когда вы делаете то, чего не хотите, вы не становитесь лучше, вы не становитесь добрее, мудрее, сильнее, вы становитесь обиженнее. Потому что resentment, обида, это то, что накапливается, когда вы даете то, что не хотели давать. Вы пошли на ужин, который не хотели. Внешне все нормально, но внутри что-то зафиксировалось. Маленькая обида, маленькое недовольство, и вы говорите себе: «Ничего, я же хороший человек, я могу потерпеть. В следующий раз, снова и снова». И через год вы смотрите на этого человека и думаете: «Почему я его терпеть не могу, хотя он ничего вам не делал? Он просто приглашал вас на ужины, а вы ходили и копили обиду, и теперь она здесь. Тихая, незаметная, но разрушительная, как ржавчина. Я скажу вам кое-что важное. Говорить «нет» — это не грубость, это не эгоизм, это не предательство, это честность. Когда вы говорите «нет» тому, чего не хотите, вы говорите правду. Вы говорите «я не хочу этого». Поэтому я не буду делать этого. Это уважение к себе и к другому человеку. Потому что если вы придете на тот ужин, не желая этого, вы принесете туда свое нежелание, свое раздражение, свою усталость. Вы будете там телом, но не душой, и хозяйка это почувствует. Может быть, не сразу, но почувствует. И ей было бы лучше, если бы вы просто честно сказали: «Извини, я не смогу в этот раз». Честный отказ лучше, чем присутствие без желания, всегда. Последнее, что я хочу сказать о втором правиле: не делать того, чего не хочешь. Это навык. Как любой навык, он требует практики. Сначала будет неудобно, вы скажете «нет» и почувствуете вину. Это нормально. Вина – это сигнал, который вы сами себе выработали, рефлекс. Сказал «нет», почувствовал вину, но вина – это не факт, вина – это чувство, и чувства не всегда говорят правду. Иногда чувство вины – это просто старая привычка. Привычка считать, что ваши желания менее важны, чем чужие ожидания. И от этой привычки можно избавиться не сразу, нелегко, но можно. Каждый раз,
Когда вы говорите «нет» и не умираете от этого, привычка слабеет. Каждый раз, когда вы видите, что мир не рухнул от того, что вы отказали, страх уменьшается. И постепенно, очень постепенно, вы начинаете верить, что ваши желания имеют значение, что ваш комфорт важен, что вы имеете право на свое время и свою жизнь, не потому, что вы кому-то что-то доказали, а просто потому, что вы человек, и этого достаточно. Правило третье. Сразу говорите о том, что вам не нравится. Не через неделю, не когда будет подходящий момент. Не когда вы все обдумаете и найдете правильное слово. Сейчас, в ту секунду, когда это происходит. Я знаю, что вы сейчас думаете. Вы думаете. Но это же создаст конфликт. Это же грубо. Это же невежливо. Позвольте объяснить вам, почему это мышление ведет вас прямо к катастрофе. Представьте себе кастрюлю с водой на огне. Вы ставите ее на плиту. Огонь небольшой. Вода нагревается медленно. Сначала просто теплая. Ничего особенного. Потом горячая. Но терпимо. Потом очень горячая. Но вы терпите. Потом вода начинает кипеть. И в какой-то момент крышка срывается. Вот так работает ваша психика, когда вы не говорите о том, что вам не нравится. Вы терпите, и терпите, и терпите. Каждый раз говорите себе: ничего, это мелочь, не стоит поднимать, не хочу создавать напряжение, потом разберемся. И потом накапливается, и накапливается, и накапливается. Пока в один прекрасный день кто-то не скажет что-нибудь совершенно обычное, ничего страшного, пустяк, и вы взрываетесь из-за пустяка, и все вокруг в недоумении, что происходит. Из-за чего такая реакция? А вы сами не очень понимаете, потому что вы не взорвались из-за этого пустяка. Вы взорвались из-за всего накопленного, из-за тех 100 раз, когда вы промолчали. Я видел это бесчисленное количество раз. Супруги, которые жили вместе 20 лет, и один из них говорит: я терпел все это время, я никогда не жаловался, я думал, что так правильно. А второй смотрит на небо и говорит: я понятия не имел, что тебе что-то не нравится. Ты никогда ничего не говорил, и это правда. Оба правы. Один терпел, другой не знал, и оба несчастны. Потому что первый не сказал. В тот момент, когда это только началось, когда это было еще маленьким, когда это можно было исправить легко, когда не нужно было никаких больших разговоров и выяснений отношений. Просто сказать: слушай, мне не нравится, когда так, можно по-другому, все, этого было бы достаточно, но они ждали. И накопили 20 лет обид, и теперь не знают, как это распутать. Почему люди не говорят сразу? Причин нисколько. Первое, они боятся конфликта. Им кажется, что если они скажут «мне это не нравится», начнется что-то страшное, обидятся, поссорятся, все испортится. Но давайте посмотрим на реальность, что происходит, когда вы говорите сразу. Небольшое напряжение, да. Может быть, короткий неудобный разговор, возможно. Но это маленькая буря в стакане воды, которая быстро проходит, и воздух после нее становится чище. А что происходит, когда вы не говорите? Ничего не происходит внешне, но внутри накапливается, до тех пор, пока не случится настоящий шторм, который разрушит гораздо больше, чем та маленькая буря, которой вы боялись. Понимаете, избегая маленького конфликта, вы создаете большой. Откладывая неудобный разговор, вы создаете катастрофу. Вторая причина. Людям кажется, что они слишком чувствительны, что это мелочь, что не стоит из-за этого, что другие бы не обратили внимания. Послушайте, если вам что-то не нравится, это не мелочь. Для вас это важно, и этого достаточно. Вам не нужно оправдывать свои чувства. Вам не нужно доказывать, что они достаточно серьезны для того, чтобы о них говорить. Если вам неудобно, это важно. Если вам неприятно, это важно. Если вам плохо, это важно. Точка. Не потому, что вы эгоист, а потому, что вы живой человек. И ваши чувства – это информация. Ценная информация о том, что происходит и что нужно изменить. Игнорировать эту информацию все равно, что игнорировать сигнал. Проверьте двигатель на приборной панели машины. Можно, конечно.
до поры до времени. Но потом стоите на обочине с дымящимся капотом и думаете, как же так вышло. Третья причина – люди не знают, как говорить об этом. Они боятся, что выйдет обвинение. Что звучит это, как «ты плохой» или «ты меня обидел». И да, если говорить так, это действительно звучит как нападение, и тогда другой человек защищается. И начинается та самая ссора, которой вы боялись. Но есть другой способ. Говорить о себе. Не ты обидел меня, а я чувствую себя обиженным. Не ты всегда так делаешь. А мне некомфортно, когда это происходит. Не из-за тебя мне плохо. А когда это случается, мне становится плохо. Видите разницу? В первом случае нападение, обвинение, человек защищается. Во втором информация, сообщение о себе. Человек слышит это иначе. Это не магия. Это не всегда работает идеально. Но это работает гораздо лучше, чем молчание или обвинение. Позвольте рассказать вам о конкретной ситуации. Молодая женщина, назовем ее Маша. Маша жила с молодым человеком, и у него была привычка, которая ее раздражала. Он приходил домой и бросал одежду прямо на стул в спальне. Не в шкаф, не в корзину, на стул. Каждый день. Маша это раздражала, но она ничего не говорила. Думала, мелочь, не стоит из-за этого. Прошло 3 месяца. Стул стал ее личным символом всего, что ее раздражало в этих отношениях. Каждый раз, когда она видела одежду на стуле, что-то в ней сжималось. Прошло полгода. Она смотрела на этот стул и думала: он меня не уважает, ему все равно, он никогда не изменится. Прошел год. Она пришла ко мне и сказала: я не знаю, люблю ли я его еще, что-то умерло. Я спросил ее: вы когда-нибудь говорили ему об этом, о стуле, о том, что вас раздражает? Она посмотрела на меня удивленно. «Нет», — сказала она, — «это же мелочь». «Вот именно», — сказал я. «Вы сделали из мелочи катастрофу, потому что не сказали вовремя. Если бы год назад, в первый раз, когда вы это увидели и это вас задело, вы сказали: слушай, убирай, пожалуйста, одежду в шкаф, мне важно, чтобы в спальне был порядок». Он бы, скорее всего, сказал: хорошо, извини, и убирал бы, или не убирал бы. Но тогда вы знали бы это с самого начала и принимали бы решение, зная правду, а не после года накопленного раздражения. Я хочу, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Говорить о том, что вам не нравится сразу, это не конфликт, это профилактика конфликта. Маленький дискомфорт сейчас, против большой катастрофы потом. Если другой человек не может принять ваше честное «мне это не нравится», это тоже информация. Очень ценная информация о том, что этот человек не готов к честным отношениям. И тогда у вас есть выбор, продолжать или нет. Но этот выбор у вас есть. В отличие от ситуации, когда вы молчите и копите. Там выбора уже нет, там есть только взрыв. Правило 4. Не отвечайте, когда вас не спрашивают. Это правило, которое звучит просто, но которое нарушают почти все, постоянно, даже не замечая этого. Позвольте описать вам одну сцену. Он рассказывает вам о проблеме на работе, говорит несколько минут. И вы что делаете? Большинство людей сразу начинают давать советы. Тебе нужно поговорить с начальником. А ты пробовал вот так. На твоем месте бы он вас спрашивал? Нет, он просто говорил. Может быть, ему нужно было просто выговориться. Может быть, ему нужно было, чтобы его услышали. Но вы уже решили за него, что ему нужно, и дали совет, непрашенный. Почему мы это делаем? Это хороший вопрос. И ответ на него не такой лестный, как нам хотелось бы думать. Мы даем непрашенные советы не потому, что хотим помочь. Мы даем их потому, что нам некомфортно. Нам некомфортно наблюдать за чужим дискомфортом. Нам некомфортно сидеть рядом с чьей-то нерешенной проблемой. И мы пытаемся починить это, чтобы самим почувствовать себя лучше. Понимаете, это не о них, это о нас. Мы пытаемся облегчить свое собственное напряжение, давая советы, и при этом убеждаем себя, что помогаем. Это не помощь, это попытка контролировать ситуацию, которая нас беспокоит.
Есть еще одна причина. Когда мы даем непрошенные советы и объяснения, мы ищем одобрение. Мы говорим: посмотрите, как я умен. Посмотрите, как я знаю, что делать. Посмотрите, какой я полезный. Это попытка заслужить признание, доказать свою ценность, потому что где-то глубоко внутри есть неуверенность. Ощущение, что если вы не будете полезным, не будете давать советы, не будете заполнять паузы умными словами, вас перестанут замечать или решат, что вы недостаточно умны, или просто не заметят. И поэтому вы говорите, и говорите, и говорите, заполняя все пространство, не давая тишине быть. Посмотрите на людей, которых вы уважаете, по-настоящему уважаете. Я готов поспорить, что большинство из них не говорят много. Они говорят мало. Но когда они говорят, вы слушаете. Потому что их слова редкие. Потому что они выбирают, когда говорить. Потому что их молчание – это не пустота, а присутствие. Человек, который всегда что-то говорит, который заполняет каждую паузу, который никогда не может просто помолчать. Со временем его слова теряют вес. Их слышат все меньше, потому что их слишком много. Но человек, который выбирает слово, когда он говорит, все поворачиваются. Не отвечать, когда не спрашивают. Это не холодность, это не равнодушие. Это уважение. Уважение к другому человеку, к его способности справиться самому, к его праву на собственный процесс, к его праву попросить о помощи, когда он будет готов. И уважение к себе, к своему времени, своей энергии, своим словам. Когда вы перестаете отвечать на незаданные вопросы, вы перестаете быть человеком, который всегда наготове, всегда готов прокомментировать, посоветовать, объяснить, исправить. Вы становитесь человеком, который присутствует по-настоящему, который слушает не чтобы ответить, а чтобы услышать. И это совсем другой уровень общения. Я хочу рассказать вам об одной привычке, которую я наблюдаю у многих людей. Привычка объяснять свои решения. Незаданное объяснение. Кто-то видит, что вы едите что-то необычное, и вы сразу начинаете объяснять. Но я просто на диете. Вообще-то я обычно не ем такое. Просто сейчас никто не спрашивал. Коллега видит, что вы уходите с работы чуть раньше, и вы сразу: но я сегодня пришел раньше. Вообще-то мне нужно забрать ребенка. У меня была переработка на прошлой неделе, никто не спрашивал. Знакомый узнает, что вы не пошли навстречу, и вы сразу: ну там так получилось, я бы пошел, но было важное дело, вообще-то я хотел, никто не спрашивал. Каждое такое объяснение – это маленький сигнал. Сигнал о том, что вы не уверены в своем праве на свои решения, что вы ищете одобрения, что вы боитесь чужой оценки, что вы чувствуете себя виноватым за то, что живете по-своему. Здоровый человек не объясняет незаданное. Он просто делает то, что считает нужным. И если кто-то хочет знать, почему, он спросит. Правило 5. Отвечайте только на тот вопрос, который вам задали. Ни больше, ни меньше. Именно на тот вопрос. Это правило. Близкий родственник 4, но немного другое. 4. Про то, чтобы не говорить, когда не спрашивают. 5. Про то, чтобы когда спрашивают, ответить по существу. Без длинных предисловий, без объяснений, оправданий и извинений. Без истории жизни в ответ на простой вопрос. Просто ответ на вопрос. Вот что происходит, когда человека спрашивают что-то простое. Например, ты придешь завтра. И человек отвечает: ну, понимаешь, у меня тут ситуация немного сложная. Завтра вообще-то много дел. Я думал, что смогу, но потом оказалось, что нет. Хотя, с другой стороны, я очень хочу прийти. Просто обстоятельства такие. Что здесь происходит? Человека спросили: придешь? Ответ простой: да или нет. Но он не может просто сказать нет, потому что боится, что это прозвучит плохо, боится, что другой расстроится, боится, что его осудят. И поэтому он строит огромный словесный замок вокруг простого «нет». Думает, что если объяснит достаточно подробно, его «нет» будет более приемлемым. Но это иллюзия. Нет остается нет.
Только теперь оно утоплено в словах, и другой человек все равно слышит «нет», но еще и тратит время на прослушивание всей этой истории, и в конце думает, ну мог бы просто сказать. Зачем мы это делаем? По той же причине, что и все остальное в этом списке. Мы ищем одобрения. Мы хотим, чтобы наши решения были приняты, одобрены. Чтобы другой человек сказал: ну, конечно, я понимаю, ничего страшного. Мы хотим разрешения. Разрешения быть собой. Разрешения принимать решения. Разрешения иметь свою жизнь. Но никто не может дать вам это разрешение. Никто, кроме вас самих. И чем дольше вы ищете его снаружи, тем дальше вы от него. Короткий ответ – это не грубость, это ясность. Когда вы отвечаете именно на то, что спросили, вы показываете, что уважаете и себя, и собеседника. Вы не тратите его время на ненужное, вы не тратите свою энергию на оправдание. Вы просто говорите «да» или «нет», или «вот как это есть». И все. Тишина после краткого ответа – это не пустота, это пространство. Пространство, в котором другой человек может сам решить, что делать с вашим ответом. Вы не должны управлять его реакцией. Это не ваша работа. Ваша работа – дать честный ответ. Все. Я хочу рассказать вам о том, что происходит, когда вы начинаете практиковать это правило. Сначала будет странно. Вы скажите что-то короткое и будете ждать реакции. И скорее всего, ничего страшного не произойдет. Человек либо примет ответ, либо задаст уточняющий вопрос. И вы ответите на него, тоже короткое по существу, и все. Никакой катастрофы. И постепенно вы начнете замечать, что разговоры стали другими, более четкими, более честными, менее изматывающими, потому что вы перестали вкладывать в каждое слово столько тревоги. Перестали пытаться управлять впечатлением, перестали выстраивать словесные конструкции, чтобы защититься от возможного осуждения. Вы просто говорите то, что есть, и это на удивление легко. Когда привыкаешь. Правило 6. В конфликте говорите только о себе. Только, ни о ком другом. Только о себе. Это, пожалуй, самое сложное правило из всех 6. Потому что конфликт – это именно то место, где больше всего хочется говорить о другом, о том, что он сделал, о том, что она сказала, о том, как они всегда, как они никогда, как они вообще. Это место, где хочется обвинить. Это место, где хочется выиграть. И вот я вам скажу кое-что. Если в конфликте вы думаете о том, как выиграть, вы уже проиграли. Потому что в здоровом конфликте нет победителей и проигравших. В здоровом конфликте есть два человека, которые пытаются понять друг друга. А в том конфликте, где один хочет победить, оба теряют. Что происходит, когда в конфликте вы говорите «ты»? Ты всегда так делаешь. Ты никогда не слушаешь. Ты меня не уважаешь. Ты эгоист. Что делает другой человек? Он защищается. Это неизбежно. Это базовая психология. Когда на тебя нападают, ты защищаешься или нападаешь в ответ. И вот начинается настоящая ссора. Не о проблеме, а о том, кто прав, кто виноват, кто лучше, кто хуже. Это не разговор. Это бой, и из такого боя редко кто выходит с решением. Чаще выходят с новыми обидами, и еще большая дистанция между людьми. А теперь представьте другой сценарий, тот же конфликт. Та же ситуация, но вы говорите иначе. Вы говорите: «Мне сейчас больно, я чувствую себя неуслышанным, мне некомфортно, когда это происходит. Я не могу продолжать этот разговор в таком тоне». Слышите разницу? Вы говорите о себе, о своих чувствах, о своем опыте, о том, что происходит с вами. И это сложно опровергнуть, потому что это ваш опыт, только ваш. Другой человек не может сказать: «Нет, тебе не больно. Нет, ты не чувствуешь так». Это ваша реальность, и она неоспорима. Многие люди боятся этого правила. Они говорят: «Но если я буду говорить только о себе, это значит, что я беру на себя всю вину». Нет. Это не значит, что вы берете на себя вину. Это значит, что вы берете на себя ответственность за свои чувства. Это разные вещи. Вина – это про то, что кто-то сделал что-то не так. Ответственность – это про то, что вы делаете со своими чувствами. Вы не виноваты в том, что вам больно.
Но вы отвечаете за то, что вы с этой болью делаете. И когда вы говорите о своих чувствах, вы не обвиняете другого, вы просто сообщаете ему о своей реальности. Позвольте рассказать еще об одной истории. Пора, вместе 7 лет. Они приходили ко мне на консультации несколько раз. У них была одна и та же ссора. Одна и та же. Раз за разом. Он говорил: ты никогда меня не поддерживаешь. Она говорила: это неправда, ты просто не замечаешь. Он говорил: ты всегда критикуешь. Она говорила: я не критикую, ты просто слишком чувствительный. И дальше по кругу. Час, два, в конце оба измотаны, оба обижены. Ничего не изменилось. Я попросил их попробовать кое-что. Не говорит ты, вообще, только я. Он начал: я чувствую себя одиноким, когда ты не разделяешь мои радости. Она: я чувствую растерянность, когда не понимаю, чем могу помочь. Тишина, другая тишина. Не тишина перед следующим ударом, а тишина понимания. Он посмотрел на нее. Она посмотрела на него. И он сказал: я не знал, что ты так чувствуешь. И она сказала: я не знала, что ты так одинок. Один прием. Одно правило. И 7 лет одной и той же ссоры вдруг стали другими. Это не значит, что все сразу стало прекрасно. Это не волшебство, но это начало. Начало настоящего разговора, не борьбы, а разговора. Я хочу закончить кое-чем важным. Я говорил сегодня о 6 правилах. Делайте то, что хотите. Не делайте того, чего не хотите. Говорите сразу о том, что вам не нравится. Не отвечайте, когда не спрашивают. Отвечайте только на тот вопрос, который задали. В конфликте говорите только о себе. 6 правил, они звучат просто, но я знаю, что они непростые. Потому что за каждым из них стоит что-то большее, чем просто правила поведения. За каждым из них стоит вопрос. Вопрос о том, как вы относитесь к себе. Считаете ли вы, что ваши желания имеют значение? Считаете ли вы, что ваши чувства важны? Считаете ли вы, что у вас есть право на свою жизнь? Если ответ «да», эти правила не будут проблемой, они будут естественными. Если ответ «нет», вот над чем нужно работать. Не над правилами, а над тем, почему вы не верите в себя. Я работаю с людьми много лет, и я вижу одно и то же. Человек, который не уважает себя, не может уважать других по-настоящему. Потому что он слишком занят тем, чтобы угождать, слишком занят управлением чужими ожиданиями, слишком занят тем, чтобы казаться хорошим. И у него не остается сил на что-то настоящее, на настоящую близость, на настоящую честность, на настоящую жизнь. Человек, который уважает себя, спокоен, у него есть время, у него есть энергия. Он не раздражается по мелочам, потому что не копит их, он не взрывается, потому что говорит сразу. Он не чувствует себя использованным, потому что говорит «нет», когда хочет сказать «нет». Он не чувствует пустоты, потому что живет своей жизнью, а не чужой. И с таким человеком рядом хорошо, потому что он настоящий. Я не прошу вас измениться за один день. Это невозможно и не нужно. Я прошу вас начать с одного маленького шага. Сегодня. Может быть, это будет один честный ответ. Одно «нет», которое вы давно хотели сказать. Один раз, когда вы скажете о том, что вам не нравится. Сразу, не откладывая. Одна пауза вместо непрошенного совета. Что-то маленькое, но настоящее, ваше. И потом еще раз и еще. И постепенно жизнь, которую вы ведете, начнет становиться жизнью, которую вы выбрали. А это разница, которую невозможно переоценить. Ваша жизнь единственная одна, других не будет. Живите ее по-настоящему, прямо сейчас.